Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео друзьям, знакомым, ставьте колокольчики, пишите свои эмоции в комментариях, рассказывайте о своих историях успеха, а я начинаю. Сегодняшнее видео будет посвящено теме «Как стать счастливее без психотерапевта. 8 сфер жизни». Тот вопрос, который чаще всего обсуждается в интернете. Могу ли я стать счастливым без специалиста или могу я стать счастливее со специалистом? Колесо жизненного баланса Long Swim, оно имеет в своем составе самые лучшие практики, самые лучшие инструменты, на наш взгляд. Мы считаем, что лучше исходить из того, что теория дает нам огромное количество возможностей. Часть инструментария мы сами пробуем притворить в жизнь. Что-то подсказываете вы. Пожалуйста, если у вас есть какое-то пожелание, какой инструментарий, какая методика будет полезна для колеса жизненного баланса, пожалуйста, напишите нам в комментариях под этим видео, а я начинаю. Итак, сегодняшняя тема, она достаточно сложная для тех, кто начинает изучать колесо жизненного баланса, и достаточно простая для тех, кто уже использовал колесо жизненного баланса, или тот, кто уже самый-самый продвинутый пользователь и использует колесо жизненного баланса в качестве наставничества. В колесе жизненного баланса Long Swim представлено 8 сфер жизни. Они покрывают 95% всей полноценной жизни любого человека в любом конце земного шара. Я сейчас расскажу о некоторых сферах и расскажу как специалист. Психотерапевт, психолог может быть полезен в каждой сфере. Я считаю, что труд психолога и психотерапевта, он очень полезен для тех, кто к ним обратился. Они в силу своего опыта, таланта, понимания своей миссии помогают большинству людям понять свое предназначение, разобраться с теми ситуациями, в которых они попали. Колесо жизненного баланса всего лишь помогает вам и специалисту согласовать цели, над которыми можно работать сообща, разобрать ситуации подробно, если вы хотите просто разобраться в этой ситуации, но не предпринимать никаких действий. Бывают и такие жизненные ситуации. Сейчас я расскажу о каждой сфере поподробнее, с примерами. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я начинаю. Итак, первая сфера, самая важная. Это отношения и семья. И здесь психотерапевт, психолог в вашем состоянии 0,4 может помочь вам сориентироваться с точки зрения того, что вы из себя представляете, какие у вас есть возможности, что вы можете сделать на начальном этапе, от каких шагов необходимо воздержаться по возможности и к чему можно стремиться. Колесо жизненного баланса, оно в основном оперирует вашими состояниями. Вы можете находиться длительное время в отношениях, даже не подойти к порогу брака. Кто-то прошел путь достаточно короткого знакомства и сразу решил связать себя брачными узами. Кто-то вступает в брак второй, третий или четвертый раз. Это ваше желание быть счастливыми, несмотря на все жизненные ситуации. В колесе жизненного баланса вы сами ставите оценку своему состоянию. Для тех, кто смотрит это видео в первый раз, во многих видео я это повторяю, но я считаю, что чем лучше вы разберетесь с состояниями, тем больше у вас будет возможностей от колеса жизненного баланса. Итак, состояние 0,4, если мы оцениваем это по 10-бальной шкале, это состояние нестабильное. Его признаки заключаются в том, что вы полны эмоциональных переживаний, вам знакомы чувства эмоциональные качели, чувства от любви до ненависти. Кто-то это чувство в состоянии 0,4 отношения семья пребывает часто, то люблю, то ненавижу своего любимого человека, любимую женщину. Это вполне нормальное состояние, не стоит переживать. Если вы обратились к психологу, психотерапевту, он немножко больше вам расскажет о состояниях влюбленности, о стадии семейных отношений. И вы, понимая то, что наука уже изучила такие сложный вид отношений, как любимые друг с другом, он вам расскажет о том, что
том, что может происходить в этой жизни. Колесо жизненного баланса рассказывает о том, что находиться в состоянии 0,4 можно, и в этом нет ничего страшного. Единственная особенность состояния 0,4, там очень мало совместных действий. То есть чаще всего вы в этом состоянии не можете принять решение, что совместно вы готовы делать. Чаще всего это ваши опасения, ваш какой-то неприятный прошлый опыт, когда вы считаете, что все лучше делать самой или самому, и вам так комфортнее и удобнее. Следующее состояние 4-8 – это состояние стабильное, там эмоциональные качели на минималке. Это состояние отличается тем, что вы уже в сторону отрицательных эмоций уже не заходите, у вас эмоции от спокойных переживаний до огромной радости. В состоянии 4-8 чем может быть полезен психолог, психотерапевт? Он может быть полезен тем, что он будет служить для вас мотиватором, поможет разобраться в своих талантах, в своих способностях, в том, в чем может заключаться счастье семьи, потому что счастье для каждого человека – это индивидуальный набор перечней, это индивидуальное пожелание к своему личному партнеру, это, в конце концов, принятие партнера таким, какой он есть. Больше мы смотрим на его достоинства, прекрасные поступки, но в целом и принимаем то, что он несовершенен, не идеален, но мы его любим именно за это. В состоянии 4-8 любовь приобретает немножко более теплые оттенки. Вы понимаете, что если ваш любимый человек ошибается и делает что-то не так, это не вызывает у вас огромную кучу переживаний, вызывает небольшое умиление, и этим и отличается состояние 4-8, потому что там много действий, там много поддержки, и я попозже расскажу о миссии в каждом состоянии. Почему? Потому что чем больше вы будете проникаться идеей миссии каждого состояния, тем больше вы будете понимать, сколько возможностей оно вам дает. Итак, следующее состояние 8-10 в сфере отношения и семья. Это самое замечательное состояние, которое говорит о том, что вы испытываете полное доверие к партнеру, вы понимаете, что от него ожидать, вы понимаете, как вы будете реагировать, если ваш партнер ошибется или будет поступать, как он считает нужным. Возможно, вам эти поступки будут не нравиться, но все равно будете принимать решение, что с этим человеком вам лучше, чем самому или самой одной. И в этом и заключается венец как бы семейной жизни, в том, что семейная жизнь, там 51% это счастье, крепкие объятия, приятные эмоции, а 49% это совместный ежедневный труд, рутина для того, чтобы сообща преодолевать сложности. В состоянии 8-10 чем может быть полезен психотерапевт, психолог? В состоянии 8-10 специалист, психолог или психотерапевт может быть полезен вам тем, что он может рассказать, как ваш опыт может быть полезен вашим детям, друзьям, знакомым, как этот опыт может быть мотивацией для тех людей, кто опасается развивать свои отношения. Этот опыт полезен для ваших друзей, потому что друзья, которые больше вас заваливают своими проблемами и отношениями, проблемами в отношениях, они, наверное, больше нуждаются не сколько в переживании, а сколько в вашем положительном опыте, как вы это смогли преодолеть. Поэтому в сфере отношения и семья, пожалуйста, не отказывайтесь от помощи психологов и психотерапевтов. Почему? Потому что колесо жизненного баланса учит вас формулировать свои требования в каждой сфере, понимать, что ваши желания могут осуществиться с вами, с экспертами, с единомышленниками, и чем больше вы реализуете своих грандиозных планов, может быть, это какая-то заветная мечта детства или что-то из желаний, которое возникло у вас в зрелости, тем более вы будете счастливы. То есть, если мы возьмем за общее состояние колеса жизненного баланса, вы поймете, что вам в некоторых сферах на определенном этапе необходимо выравнивать свое состояние,
состояние это 0,4, оно грозит глубокими эмоциональными переживаниями, и вам всегда нужно понять, как вы себя чувствуете в состоянии 8-10. А в каждой сфере вы иногда один день, один час или, может быть, длительное время всегда переживали состояние 8-10. Оно является замечательным. Главное этот опыт пытаться понять, еще раз попытаться прожить эту эмоцию, прожить это состояние, быть наполненными энергией, а когда вы наполнены энергией, тогда вы можете совершать большие-большие поступки. Следующая сфера – друзья и окружение. Опять возвращаемся к нашим состояниям. Я вам расскажу немножко о миссиях. Миссия состояния 0 и 4 – это мы идем к своей мечте, к своей цели через страдания. Страдания – это наше искусственное препятствие, которое мы сами себе придумали. Этот этап является закономерным, не беспокойтесь, у большинства людей это нормальное состояние придумать себе несуществующие какие-то препятствия, героически их преодолеть, почувствовать себя героем, насладиться результатом и продолжать дальше. Если вы уже достигли какой-то эмоциональной зрелости, жизненного опыта набрались, состояние 4-8 – это состояние, миссия которого восстанавливать, реабилитировать, давать вам возможность отдыхать. Я заранее говорю о трех составляющих. Первое – это восстанавливаться, то есть вы восстанавливаетесь не в одиночку, вы восстанавливаетесь вместе со своими друзьями, единомышленниками. В каждой сфере у вас есть кто-то близкий, тот, кто оказывается рядом. Вы не боитесь с этим человеком восстанавливаться. Восстановление идет быстро, активно, через обмен эмоциями, опытом. Ну, то есть это процесс, который повышает эффективность вашего времени. То есть если вы в состоянии 0,4 восстанавливаетесь условно 4 часа, а в состоянии 4,8 этот процесс может занять 1 час, 2, может и занять и 4 часа, в зависимости от той ситуации, с которой вы столкнулись. Следующая функция – это реабилитация. Реабилитация означает то, что вы можете на разном своем жизненном пути переживать опыт трансформации, приобретать новый опыт, отказываться постепенно или рывком от старого опыта. Все это проходит через путь реабилитации. То есть, когда вы заново восстанавливаетесь, ищете новые ориентиры, ищете новые источники вдохновения, и мы плавно переходим к состоянию 4-8 это у нас состояние стабильное, состояние 8-10 и состояние очень стабильное. То есть восьмерочка это тот такой переходный пункт, на котором можно всегда себе задать вопрос. Я в предыдущем видео неоднократно повторял, хотите ли вы об этом событии, об этом состоянии рассказать окружающим, близкому окружению, далекому окружению, хотите об этом рассказать в социальных сетях, это называется состояние 8-10. Если вы имеете такое желание и это делаете, это состояние 8-10, вы уже наполнены энергией, вы уже готовы делиться. Функция состояния 8-10 или миссия наслаждаться жизнью в полной мере, испытывая радость или испытывая какую-то печаль. Самое главное состояние, вы уже наслаждаетесь жизнью. Грустите, наслаждаетесь жизнью, радуйтесь, наслаждаетесь жизнью. Это вот такое состояние, условно говоря, дышать полной грудью. В сфере, друзья, окружения, чем могут быть полезны психологи, психотерапевты? Они могут вам рассказать о том, как можно взаимодействовать с друзьями, можно вспомнить книгу «Как приобретать друзей», можно почитать что-то из теории по социальной психологии. Есть специально подготовленные психологи, психотерапевты, которые вас научат инструментарию, которые вас научат определенным навыкам, как можно взаимодействовать. Это все инструментарий. Колесо жизненного баланса – это про состояние. Если вы из 30 дней в месяце примерно 16-17 дней находитесь в состоянии 4-8, колесо жизненного баланса уже выполняет свою функцию, потому что вы понимаете, что только вы имеете желание, возможность регулировать свое состояние, понимать, что если вы провалились в состояние
0,4. Из него нужно постепенно или быстро выходить. Все зависит от вашей ситуации, все зависит от вашего желания. Если вы больше 20 дней находитесь в состоянии 4,8, вас можно честно поздравить с тем, что вы уже находитесь в сообществе продвинутых пользователей колеса жизненного баланса. Вы самостоятельно или с нашей помощью изучаете, как в этом состоянии можно продержаться как можно больше, а те, кто уже продвинулся к состоянию 8-10, вы уже отчаянно или, скажем так, с энтузиазмом ищете инструментарий, как о своем опыте рассказать миру. Поэтому, если вы заводите свой классный Инстаграм, Фейсбук или какие-то другие социальные сети, пожалуйста, делитесь своим опытом, своими переживаниями. Ваш опыт кому-то будет полезен, для кого-то это будет хороший мотив. Можно ли в сфере друзья и окружения быть счастливее без психотерапевта или без психолога? Наверное, в какой-то момент жизни психолог поможет вам продержаться на плаву, психотерапевт вам расскажет об эффективных инструментариях. Мы считаем, что помощь экспертов в каждом деле является очень необходимой, потому что они отвечают на вопрос, чего можно достичь. Если вы приступите к решению следующей ситуации поиска единомышленников в каждой сфере, вы заметите, что по своему состоянию, что вы с благодарностью будете вспоминать своего психолога, психотерапевта или другого специалиста. Почему? Потому что он на каком-то определенном этапе стал для вас источником знаний, и вы будете ему благодарны не потому, что он решил вашу ситуацию, вы будете благодарны ему, что он выбрал вот эту вот профессию, выбрал вот этот вот путь помогать людям. И это верный признак того, что вы близко к состоянию 8-10, то есть это чувство благодарности за то, что с вами происходит, искренняя благодарность к тому, что кто проходит вместе с вами этот путь, будь это ваш учитель, наставник или просто человек, который оказался рядом, с которым вам спокойнее, комфортнее, ну или просто легче пережить эту ситуацию. Следующая сфера – здоровье и спорт. В колесе жизненного баланса LongSwim здоровье и спорт – это ваше только физическое здоровье, ваше душевное здоровье находится по диагонали напротив. В этом есть некоторое большое преимущество. Кто-то в этом увидит недостатки. Мы рассматриваем это как одно большое преимущество. Итак, в сфере здоровья и спорта нам нужны медики, нам нужны классные специалисты в узких отраслях медицины, которые помогают поддержать наше здоровье в самом его высоком потенциале. Зачем нам нужно здоровье? Почему у нас в колесе жизненного баланса все вот так вот идет в такой последовательности? Здесь мы находим смысл жизни. Эти люди формируют нам определенный микроклимат, а для реализации наших целей, задач, для реализации нашей мечты нам нужно простое человеческое здоровье, потому что, обладая возможностью физически реализовать свои планы, мы ощущаем всю полноту жизни. Какие специалисты в этой сфере для нас очень-очень полезны? Конечно, хотелось, чтобы здесь соблюдался закон Парето. 20% нам требуется медицинских специалистов примерно один раз в год, потому что они посмотрят с высоты своей квалификации на наше здоровье, здесь им нужно доверять. 80% нам бы хотелось, чтобы это были ребята и коллеги, которые занимаются с вами профессиональным спортом. Желательно, чтобы это были люди, которые имели большой опыт. Это люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Любых специалистов, которые вы можете найти в своем населенном пункте, тех, которых можете найти в интернете, пожалуйста, теоретически изучайте, мотивируйтесь. В любом случае вы заботитесь о своем здоровье, а здесь возможны все способы задействования себя. Итак, следующая сфера, которая идет за физическим здоровьем и спортом, это сфера обучения, называется она личностный рост. Это означает, что как только наше физическое состояние достигло максимума, мы его организм вовремя реабилитировали, восстановили, не дали ему возможность работать на пределе своих возможностей. В сфере личностного роста мы получаем знания.
Желательно, вот когда мы проработали сферу отношения, семья, друзья, окружение, здоровье и спорт, у нас должны возникнуть какие-то конкретные цели, какие-то ожидания, чего мы хотим достичь. Не забываем про эту сферу, что мы своего любимого человека будем задействовать, как минимум ему нужно предлагать что-то сделать совместно. Конечно, в большинстве случаев у вас будут разные хобби и увлечения спортом, но если вы найдете способ найти и заниматься каким-то новым видом спорта совместно, вы получите массу удовольствия от того сообщества, которое занимается этим видом спорта. Иногда в спорт, в новый вид спорта нужно идти ради сообщества, потому что единомышленники, которые в этом виде спорта уже как бы давно, они передадут вам не только знания от тренера, они вам передадут именно вот это вот эмоциональное состояние, вот оно, которое будет вас бодрить. Итак, мы в сфере личностного роста опять возвращаемся к состояниям, где нам будут полезны психологи и психотерапевты. Они будут полезны во всех трех состояниях. Состояние 0.4 – это любые знания, которые находятся в открытом доступе. Это какие-то классические могут быть знания. Это будет знания там, традиционной или нетрадиционной медицины, традиционной, нетрадиционной психологии. Вам можно просто расширить кругозор, понять, к чему вас тянет, к чему вот, у вас поднимается настроение или от чего у вас поднимается настроение. А состояние 4.8 – это уже состояние, когда вы хотите чем-то заняться. Здесь важно не перегружать себя множественными практиками. Вам важно выбрать специалиста, у которого вы можете учиться или который поможет вам претворять теорию как бы в жизнь. Ну, это навыки коммуникации, навыки планирования, любые навыки. Процесс этот очень трудоемкий, поэтому не ожидайте от психологов и психотерапевтов то, что они вас за 3 месяца чему-то как бы научат. Некоторым людям это идет легко и быстро, достаточно 1 недели обучения, некоторым понадобится там 3-месячная или 6-месячная практика. Смотрите по своему состоянию, в каком темпе вы хотите получать знания, в каком темпе вы хотите эти знания трансформировать в практику. Состояние 4.8 это состояние стабильное. Здесь нужно как бы понимать, что если вы 2 раза в год практикуете свое системное обучение, то состояние 4.8 это какие-то практические занятия, которые вы должны попробовать. Это какие-то групповые занятия. Ну, кстати, напишите об этом в комментариях, что для вас является самым эффективным. Итак, состояние 8-10 в личностном росте – это когда вы становитесь наставниками. Здесь психолог вам поможет собрать свой опыт, структурные знания. Психотерапевт поможет вас разработать практическую часть, вот, что из вашего опыта можно попрактиковать в упражнениях, чтобы это было на кончиках пальцев понятно, через состояние и прочее. Пишите о своем опыте, пишите о своих успешных и историях. Я дальше продолжаю следующий сегмент. Следующий сегмент – это сфера денег. В колесе жизненного баланса Long Swim мы сферу денег рассматриваем через призму состояния. Здесь вот самые точные определения, здесь вот самая главная точная диагностика. Состояние 0.4 у вас постоянный доход. Здесь психолог, психотерапевт может быть вам полезен с точки зрения понимания, как вы воспринимаете взаимодействие денег и себя. Следующее состояние 4.8 это возможность прямой рекламы, то есть вы рекламируете себя. Это нужно для того, чтобы о ваших способностях, о вашей экспертизе узнало как можно больше людей. В отличие от других практик, состояние 4.8 это реальная практика, когда вы просто формулируете, что для окружающих будет полезно, исходя из вашего опыта, чем вы можете полезны там в другой сфере. Прямая реклама даст вам понимание, как рынок реагирует на вашу экспертизу, насколько вы готовы к наставничеству. И состояние 8-10 – это ваш практический анализ, как вы можете управлять инвестициями своими, чужими. И как здесь может быть полезен психолог или психотерапевт. На состояние 0.4 это, по моему мнению, хорошая мотивация для того, чтобы
укреплять свой стабильный доход. Состояние 4-8 – это работа с вашей скромностью и с вашим пониманием, что кто-то другой уже ищет вас как специалиста, и только вы для него, может быть, полезны, и именно вас хотят видеть в качестве наставника. Состояние 8-10, здесь психолог-психотерапевт, может быть для вас полезен с точки зрения того, что он поможет работать с ожиданиями, с рисками, которые нужно оговаривать, потому что окружающие по-разному оценивают те риски, в которых они находятся. Итак, мы переходим к следующей сфере. Сфера карьера и бизнес. В колесе жизненного баланса, который вы найдете в интернете, про карьеру и бизнес очень много сказано. В LongSwim, колесе жизненного баланса LongSwim, карьера и бизнес, оно имеет ряд особенностей, и я сейчас о них расскажу. LongSwim – это длительное плавание, это такой путь, который мы посчитали указать к долголетию. Долголетие означает то, что вы в профессиональной деятельности будете задействованы очень-очень долго, потому что по мере того, как ваш физический труд и навыки и умения уже будут не так эффективны, так полезны, ваш опыт именно ментальный, именно опыт знания, это представляет самую большую ценность. Итак, в состоянии 0,4 мы имеем опыт в каком-то одном бизнесе. Состояние 4,8 вы как специалист задействованы уже в других сферах бизнеса. Но это если мы рассмотрим медицину, врач работает в одной клинике, работает в другой клинике, и это является достаточно распространенной нормой в медицине. Если вы специалист не из сферы медицины, допустим, в сфере высоких технологий, вы задействованы в одном проекте, в одной компании, вас в другой проект привлекли в качестве эксперта, или специалиста, экспертиза которого просто уникальна. Еще состояние 4-8 – это состояние преподавательской деятельности, и состояние 8-10, когда вы уже задумываетесь, как от задумки иметь свой бизнес, перейти к его реализации. Наше пожелание, чтобы этот бизнес имел высокую наценку, потому что при высокой наценке вы можете совершать небольшие ошибки, и эти ошибки не будут влиять на ваш бизнес. Итак, в состоянии 0,4 в сфере карьеры и бизнес, как может быть интересен для вас психолог-психотерапевт, он может вам рассказать об эффективности использования вашего рабочего времени, об эффективности планирования ваших дел, как вы эффективно можете коммуницировать с клиентом. Это огромное количество бизнес-литературы, которые есть. И здесь психолог, психотерапевт, они, если специализируются на этой теле, они могут вам в очень короткий промежуток времени погрузить все возможности менеджмента в сфере бизнеса. Состояние 4-8 психолог и психотерапевт может быть вам полезен с точки зрения того, чтобы вы уже искали баланс между работой и личной жизнью, о том, как эмоционально не выгорать, о том, как ставить приоритеты в жизни. Это я считаю самые основные темы, где психолог и психотерапевт может быть полезен. Состояние 8-10 – это темы, которые может раскрывать психолог и психотерапевт, как становиться собственником бизнеса, как переоценивать свои жизненные ценности, как в себе формировать качество лидера, как быть конкурентоспособным на рынке. Это краткий перечень тем, чем психолог или психотерапевт может для вас быть полезным. Колесо жизненного баланса, оно полезно тем, что оно позволяет понимать все взаимосвязи, оно помогает вам находиться в контакте с несколькими специалистами. Вполне возможно будет такая ситуация, что вы в этой сфере будете иметь одного специалиста, постоянно с ним консультироваться. Здесь у вас будет какой-то другой специалист, здесь у вас должны приобретать, в идеале тренера. Здесь нужны психологи, психотерапевты, которые больше
практикует именно теоретическую часть, именно расширяет у вас кругозор. В сфере денег не так много специалистов. Вообще сфера денег, психология денег, она очень такая узкая ниша. Кстати, кто может порекомендовать хорошего человека, специалиста по психологии денег, пожалуйста, пишите в комментариях, будем весьма признательны. В карьере и бизнесе это могут быть бизнес-тренера, наставники, бизнес-консультанты, особенно в сфере высоких технологий. Каждая компьютерная система или там ERP-система, она сама сложна по себе, и поэтому специалисты здесь играют как бы ключевую роль, экономия вашего времени на познание. Итак, мы плавно перешли к духовному росту и творчеству. В сфере духовного роста и творчества нам важно понять, что мы здесь опять возвращаемся к нашим состояниям. В отличие от физического здоровья, духовное здоровье, оно должно для нас быть источником вдохновения. И поэтому в первую очередь работаем с духовными ценностями. Поэтому здесь очень важны психологи, психотерапевты, которые работают с разными практиками. Это могут быть духовные наставники, духовные практики. Пожалуйста, смотрите, изучайте, что вам интересно, что вам по душе, что по душе вашему любимому человеку. Колесо жизненного баланса здесь помогает вам формулировать свои цели, привлекать специалистов. Специалисты вам отвечают на вопрос, с чего можно начать и чего можно достичь. Поэтому, наверное, вот это вот все видео посвящено рекламе специалистов, которые работают психологами и психотерапевтами. Кстати, психологи и психотерапевты, дайте, пожалуйста, обратную связь, чем для вас оказалось полезным видео, что бы вы хотели добавить, какую тему вы хотите разобрать подробнее. Ваши комментарии будут для нас полезны. Итак, состояние 0,4. Мы говорим о том, что творчество, свое хобби не нужно забрасывать. Здесь нужно к нему возвращаться регулярно, желательно один раз в месяц. У кого такая частота невозможна, пожалуйста, практикуйте это хотя бы раз в полгода. Главное, чтобы не забыть, что хобби для вас является источником эмоциональной радости. Состояние 8-10 уже перескакиваю, чтобы это видео вам не надоедало. Состояние 8-10 это когда вы уже планируете свой опыт по работе с духовными практиками передать молодому поколению, передать окружающим. Ищите наставника, работайте со специалистами, они вам помогут сформулировать ваше желание, они помогут поработать с вашими мотивами. Для колеса жизненного баланса важно ваше состояние. Состояние 8-10 в сфере духовного роста и творчества – это наполненность энергией. Наполненность энергией позволяет вам реализовывать ваши планы легко. Если вы не наполнены энергией, то есть находитесь в состоянии 4-8, вы это делаете, потому что у вас есть как бы план, но без очень большого энтузиазма. Состояние 4-8, зачем нам необходимы психологи и психотерапевты в сфере духовного роста, они помогают вам отточить мастерство, отточить практики. Возьмем йогу. Это умение побыть с собой, это гармония со своим телом, это возможность погрузиться в более спокойное состояние на регулярной основе или на нерегулярной основе. В любом случае это состояние вам полезно, и ваши психологи и психотерапевты помогут вам сберечь ваше здоровье. Оно является для вас очень большой ценностью. Итак, яркость жизни. Яркость жизни – это все, что связано с вашим отдыхом. Чем полезны здесь психологи, психотерапевты? Я вам могу дать только один хороший практический совет. Перед своим отдыхом, пожалуйста, постарайтесь настроиться на отдых, чтобы у вас был такой плавный переход от бурной трудовой деятельности к вашему запланированному отдыху. Я считаю, что отдых может быть как спонтанно и запланированно, но в любом случае, если отдых запланированный, это для вас несет гораздо больший эффект. Состояние 0,4 – это плавное погружение в отпуск, это возможность с психологом, психотерапевтом обсудить, что вас волновало, от чего вы хотите отдохнуть, чему вы хотите порадоваться. Состояние 4-8 – это выбор места силы или там, где у вас становится как бы хорошо. Это какие-то
тематический, больше похож на тематический отдых, но мое видение как бы следующее, что вам самим нужно становиться источником той атмосферы, в которой ну, люди при контакте с вами обретают спокойствие, уверенность и отдыхают. Здесь есть два важных преимущества. Первое, вы для людей становитесь источником спокойствия, источником хорошего настроения. И здесь вот психологи, психотерапевты могут вас научить приемами, как взаимодействовать с группой, как взаимодействовать с людьми, которые нуждаются в вашей поддержке. То есть вы получите все навыки мотиватора, человека, который ведет к наставничеству. И состояние 8-10 в яркости жизни — это состояние, когда вы наполнены энергией, и здесь психологи, психотерапевты могут быть для вас полезны в качестве того, что они помогут вам систематизировать ваши знания, структурировать ваши навыки, и вы уже, возможно, поймете, что, помогая другим, вы можете это делать не только на любительском уровне, но и на профессиональном уровне. Итак, в этом видео я вам рассказал, можно ли стать счастливее без психотерапевта. Я вам рассказал, как стать счастливее без психотерапевта. Цель этого видео вам рассказать, как взаимодействовать с людьми, которые практикуют психологию, психотерапию. На самом деле они решают очень многие задачи окружающих людей. Они сознательно выбрали этот путь. Большая им благодарность за этот труд, который они делают. Колесо жизненного баланса всегда для вас является ориентиром, чего вы хотите в жизни, каких специалистов вы готовы привлечь. Я вам рассказал очень-очень кратко, как вы можете взаимодействовать с психологом, психотерапевтом в каждой сфере. Я вам рассказал, что вы можете взаимодействовать с различным количеством психологов, и желательно, чтобы он был не один, потому что в каждой сфере есть своя специализация. И я вам искренне желаю, чтобы вы чаще находились в состоянии 8-10, и вы полноценно радовались жизнью, что в каждого из вас в жизни сопровождал любимый человек, у вас была построена гармоничная семья, гармоничные отношения. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения, у вас все получится. Я в вас верю.